22 мая. Рабочая неделя закончилась, но в субботу мы встали пораньше для того, чтобы не пропустить 6-й петербургский парад ретро-транспорта. Еще бы, ожидание в 2 года дает о себе знать, и плюс ко всему хочется посмотреть на автомобили участников, пока не собралось слишком много зрителей. Едем. По пути мы догнали колонну участников Колпинского автобусного парка, а здесь Техноенот и его команда, и наш небольшой репортаж об этом мероприятии. Добравшись до места старта, встречаем участников на морской набережной Петербурга. Участники подъезжают и проходят регистрацию. Кто не может добраться своим ходом, тому немного помогают. Кстати, если вы не житель северной столицы, то наверняка у вас возник вопрос, а почему морская набережная не очень похожа, собственно, на набережную? А просто строительство западного скоростного диаметра и новостроек на намыве отодвинули набережную, собственно, от берега Финского залива очень далеко. И теперь застройщики каждый раз предлагают новые квартиры в домах с видом на Финский залив, которые потом удаляются от него и закрываются очередными новостройками с видом. Но нас это не очень волнует, просто мы восхищаемся красивыми автомобилями, вдыхаем запах классики и наслаждаемся тем, что мероприятие наконец-то состоялось и дождливые тучи ходят где-то в стороне. А участники ретро-фестиваля также рады встретить друг друга, ведь многие участвуют в различных мероприятиях не первый раз и уже познакомились между собой. Они тоже рады этой встрече. Жители начали собираться на морской набережной уже около 10 часов утра, поэтому рекомендуем вам, если хотите пофотографироваться с техникой, то приходите немножко пораньше. А участников много. Собрались из разных городов, в основном это, конечно, Петербург и Москва, но есть гости из Выборга, Соснового Бора, Всеволожска, Новгорода Великого и Нижнего Новгорода. С ними каждый хочет пофотографироваться и заглянуть внутрь автомобиля.
полдень колонна автотранспорта стартует в составе различных тематических групп с интервалом в 10 минут. Троллейбусы собирались отдельно, неподалеку от гостиницы «Прибалтийская», у них свой маршрут, привязанный к возможностям их передвижения, а колонна трамваев Музея городского электрического транспорта стартует со своей точки. Но встретиться все должны в центре города на Инженерной улице. Счастливчики едут вместе с участниками парада в легковых авто или в автобусах и троллейбусах, вот и мы выдвигаемся к месту встречи. В этом году сотрудников ДПС на перекрестках для беспрепятственного проезда организованных колонн было мало, из-за чего участникам приходилось останавливаться на красный свет, тем самым растягивая колонну. Это единственный минус данного мероприятия, в остальном все красочно и прекрасно. Жители города на всем протяжении маршрута снимали фото, видео, махали руками, приветствуя участников парада. На дороге, правда, встречались и водители, которые тормозили колонну и создавали препятствия. На Инженерной улице яблоку негде упасть, не то что сфотографироваться с автораритетами. Но тут не только ретро-техника собралась. На Кленовой улице и Манежной площади собрались современные представители пассажирского общественного транспорта. Очень интересно их изучить внутри и послушать мнение горожан. Кому-то нравится, кому-то не очень, но никого они не оставляют равнодушными. А функция подогрева сидений в «Пионере» от транспортных систем вызывает самые теплые отклики у будущих пассажиров. Скажу от себя, «Пионер» очень внутри понравился, очень приятная машина.
Парад ретро-транспорта – это часть мероприятий второго международного транспортного фестиваля СПБ Транспортфест, который в свою очередь приурочен ко Дню города. Это очень хорошая идея совмещать старую ретро-технику и новую вместе, и в очередной раз можно убедиться, что эта идея работает. Огромное спасибо организаторам и участникам этого транспортного фестиваля и ретро-парада. Это было круто, думаем, что остались довольными не только команда Техноенота, но и все зрители, кто пришел на Морскую набережную, Инженерную улицу или просто встречали и приветствовали колонны автораритетов на дорогах Петербурга. Ну а эта замечательная суббота, 22 мая, продолжилась ночью музеев, но это уже совершенно другая история. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Делитесь в комментариях вашими впечатлениями о мероприятии, ну или просто напишите о своих встречах с ретро-техникой. Заходите к нам почаще и посмотрите наши другие ролики на канале, ведь наверняка вы пропустили что-нибудь интересненькое, а оно у нас есть. С большим приветом из города-героя Ленинграда. До новых встреч, друзья, товарищи.